Мы погружаемся в комплексные исследования трех легендарных колеблющихся блесен, которые, скажем прямо, десятилетиями определяют стандарты охоты на щуку. Да, с одной стороны у нас французская MEPS Cyclops, а с другой финская Kusama Professor и классическая, всеми любимая советская блесна Атом. Что является определяющим фактором в провоцировании хватки трофейного хищника? Это безупречная гидродинамическая инженерия и точный акустический расчет, или же это биологическая имитация и игра на тонких психологических зрительных инстинктов рыбы? Я стою на позиции, что приоритет всегда остается за математической точностью и законами гидродинамики. И именно поэтому французская блесна MEPS Cyclops — это абсолютная вершина эволюции спиннинговых приманок. А я смотрю на это совершенно с другой стороны. Инженерия — это, конечно, прекрасно, но я выступаю за биологический реализм и выверенную веками геометрию низкочастотных колебаний. Я уверена, что истинное превосходство принадлежит финскому Kusama Professor и непревзойденной классике близне Атом. Давай начнем с фундаментальных принципов, с того, как вообще хищник воспринимает мир. Щука — это классический засадный охотник. Мы все знаем, что у нее отличное зрение, но давай будем честны, в наших водоемах вода редко бывает кристально-прозрачной. Чаще всего это какая-то взвесь, торфяной оттенок или цветение водорослей. И в первую очередь щука полагается на свою боковую линию. Это, если объяснять просто, такой уникальный радар на теле рыбы, орган чувств, который улавливает малейшие изменения давления воды и низкочастотные вибрации. Причем на расстояниях, значительно превышающих зону видимости. И вот именно здесь на сцену выходит строгий, научный, я бы даже сказал, академический подход. Ты имеешь в виду подход инженеров, MEPS? Именно. Компания MEPS была основана инженером Андре Милнаром еще в 1938 году. И он подошел к созданию приманки не как рыбак, который, кует железо в гараже на коленке, а как физик. Он рассматривал приманку как сложный гидродинамический инструмент. Посмотри на тот же MEPS Cyclops. Это же не просто кусок вогнутого металла. Это сложнейший S-образный профиль, у которого ровно 10 плоскостей, 10 граней. И эта геометрия спроектирована в лабораториях так, чтобы блесна сохраняла абсолютную стабильность на абсолютно любой скорости течения. Она генерирует предсказуемый математически выверенный гидроакустический шум, который щука безошибочно считывает как сигнал от плывущей добычи среднего размера. Но ведь звук — это еще далеко не все. Согласен, но давай я закончу мысль про геометрию. Благодаря вот этому десятигранному изгибу Cyclops совершает не банальные движения влево-вправо. Он генерирует очень сложные волнообразные колебания, переваливаясь сбоку на бок с высокой частотой. Это создает просто невероятный эффект мерцания. Свет попадает на эти 10 граней и отражается во всех направлениях. В физике это называется альбедо — способность поверхности отражать свет. У Cyclops это альбедо просчитано идеально. Возьмем классику, модель номер 3, вес 26 грамм в цвете Hot Orange. Это просто машина для подъема трофейной щуки с больших глубин. Физика, математика и предсказуемость — вот что в итоге дает результат. И я понимаю, почему ты так увлечен этими расчетами, но я просто не могу согласиться, что тысячелетние инстинкты хищника можно взломать исключительно с помощью осциллографа и аэродинамической трубы. Да, боковая линия привлекает щуку издалека. Тут я абсолютно не спорю. Но давай подумаем, что происходит в тот самый критический момент, когда хищник уже вышел на дистанцию атаки, когда до приманки остается какой-то метр. Вот здесь включается зрение и древнейшие биологические триггеры. Идеальная приманка должна апеллировать к природе, к животным инстинктам. И ты считаешь, что Kusama Professor справляется с этим лучше, чем точно рассчитанный профиль? Безусловно. Слушай, давай вспомним историю. Создатели этой блесны — финны, Пава Корпуа и Пава Путила — они разрабатывали ее не в лаборатории, а для кристально чистых озер Скандинавии. Там вода прозрачная, как стекло. Визуальный контакт там первичен. И что они сделали? Они интегрировали в тело профессора граненую пластиковую бусину. Это не просто украшение, как многие думают. Это гениальный визуальный триггер, так называемая точка прицеливания,
Когда блесна колеблется, эта бусина преломляет свет, идеально имитируя влажный блеск рыбьего глаза или, может быть, каплю крови от открытой раны. Это бьет прямо в нервную систему рыбы. Сомневающаяся щука видит уязвимость и инстинктивно открывает пасть. Ну, это красивый образ, но... Подожди, я хочу добавить про феномен советского атома. Это вообще отдельная история. Блесна создана в 1950-х годах. Говорят, рабочие заводов увидели в этой грушевидной форме карикатуру на падающую атомную бомбу. Отсюда и пошло название. Но с точки зрения акустики и поведения в воде, эта форма чистая магия, найденная эмпирическим путем. У нее глубокий вогнутый профиль в задней части, обычный вес 18 или 22 грамма латуни. За счет этого расширения к низу атом создает уникальные, широкие, размашистые колебания. Он пугающе точно имитирует упитанную, но больную плотву. Эмпирический опыт миллионов рыболовов доказывает, что эта естественная ленивая игра вызывает у щуки первобытный рефлекс уничтожения слабой особи. И этот биологический рефлекс, поверь мне, работает безотказно. Он куда мощнее, чем реакция на французский инженерный грохот. Я вижу, почему ты так яростно защищаешь этот органический подход, но давай переведем наш разговор в сугубо практическую плоскость. Как насчет адаптивности? Водоемы меняются, условия постоянно меняются. Вы говорите об эмпирическом опыте, но истинная адаптивность сегодня требует технологической, конструктивной гибкости, и здесь инженерный подход MAPS снова выходит вперед. Я говорю о контроле приманки. Знакома ли тебе техника countdown или обратный отсчет? Конечно, классический отсчет падения приманки на дно. Именно. Но Cyclops эта техника работает с хирургической точностью благодаря идеальному балансу железа. Ты делаешь заброс, закрываешь дужку катушки и считаешь секунды до касания дна. Допустим, блесна падает за 12 секунд. При следующем забросе ты не ждешь до 12, ты начинаешь проводку на счете 10. Таким образом, ты ведешь блесну в самом перспективном нижнем придонном слое, прямо над корягами, филигранно избегая зацепов. Это чистая математика. А теперь давай усложним задачу. Что если перед нами не чистое дно, а сплошной ковер подводной растительности, так называемый жабовник? И что же предлагает инженерия в этом случае? MAPS предлагает элегантное решение, модификацию Cyclops Lite. Инженеры взяли абсолютно ту же форму, тот же 10-гранный профиль, но сделали блесну ровно в 2 раза легче. То есть мы не меняем гидродинамический паттерн и ту самую вибрацию, к которой щука уже привыкла и проявила интерес, мы просто меняем удельный вес. И Cyclops Lite позволяет буквально парить над водоемом. Ты можешь вести ее на сверхмедленных скоростях весной или поздней осенью, когда вода холодная и хищник очень пассивен. Приманка остается в зоне видимости дольше, не цепляя траву. Это технологичная и очень простая адаптация. Я бы тут поспорила. Простое снижение веса пластины в 2 раза, откровенно говоря, это звучит как довольно примитивное решение проблемы. Да, ты решаешь вопрос зацепов, потому что блесна идет высоко, но ты лишаешь ее пробивной способности. Ты сам сказал, она парит над водорослями, а щука часто стоит не над ними, она прячется внутри этого ковра. Настоящая глубокая конструктивная адаптивность — это то, что заложили финны в Кусама профессор. И в чем же их технологическое превосходство над Cyclops Lite? Финны пошли гораздо дальше банального изменения толщины металла. Конструкция профессор позволяет тебе полностью изменить гидродинамику приманки прямо на воде, не меняя саму блесну. Ты можешь взять и перестегнуть карабин к хвостовой части, туда, где обычно висит тройник, а тройник переставить вперед. И что при этом происходит? Меняется центр тяжести. Точно. Центр тяжести кардинально смещается, точка опоры при натяжении лески становится другой, и игра блесны полностью трансформируется. Она становится более высокочастотной, меняется угол ее атаки в воде, она идет немного выше, но с совершенно иной вибрационной картиной. То есть в твоих руках одна и та же железка, но она выдает 2 абсолютно разных акустических рисунка. Вот это настоящая адаптивность. И раз уж ты упомянул ковры водорослей, вместо того, чтобы просто делать приманку легкой и надеяться, что щука поднимется за ней из травы, Кусама предлагает модели с жестко впаянным двойным крючком, который защищен надежными проволочными усиками. Так называемые незацепляйки.
Да-да, классические отбойники. С таким профессором ты можешь буквально проползать сквозь эти подводные джунгли. Блесна физически вторгается в дом хищника. Она раздвигает стебли кувшинок, падает в окна чистой воды между травой и остается готовой к подсечке. А твоя облегченная версия Cyclops просто проплывет метром выше. Пассивная щука в густой траве даже не пошевелится, чтобы за ней подняться. Это сильный аргумент про работу в зарослях, признаю. Но давай посмотрим на другую крайность. Иногда нам не нужно проползать сквозь траву, иногда условия диктуют совершенно иные правила. Представь, огромное водохранилище, сильнейший встречный ветер или глубочайшая русловая яма, где течение просто сносит любую легкую приманку. И здесь я ввожу в наш разговор настоящую тяжелую артиллерию. Инженерная точность Cyclops позволяет использовать технику, которую опытные спиннингисты называют сэндвич. Сэндвич из 2 блесен? Именно. Ты берешь 2 блесны Cyclops 3-го номера, снимаешь с них крючки и соединяешь их вместе с помощью мощных передних и задних заводных колец. Вдумайся в это. Мы получаем монолитную конструкцию весом более 50 граммов. Подожди, 50 грамм железа. Но ведь это требует совершенно другого класса снастей. Это уже территория тяжелого джеркбейта. И как такая массивная спарка вообще летит? Она же должна путаться в воздухе. Отличный вопрос. Удивительно, но аэродинамика двух вложенных друг в друга пластин Cyclops практически безупречна. Она летит как пуля, пробивая любой штормовой ветер. Да, нужен мощный спиннинг, это правда. Но самое главное происходит под водой. Между 2 десятигранными металлическими пластинами возникает микроскопический зазор. При проводке в толще воды вода проходит сквозь этот зазор, и металлические поверхности начинают соударяться. Они буквально лязгают друг от друга. Возникает мощнейший акустический резонанс. В условиях мутной воды, после сильных дождей или и на глубинах 8-10 метров, там, где царит абсолютная темнота, этот акустический грохот становится главным и единственным способом обратить на себя внимание трофейной щуки. Биологическая имитация там внизу просто бесполезна. Рыба ничего не видит, ни бусинок, ни глаз, работает только агрессивная гидроакустика, которая мощной волной расходится в толще воды. Акустический грохот 50-граммового металлического сэндвича. Слушай, ты серьезно считаешь, что это то, чего ждет природный хищник? Это очень убедительный аргумент с точки зрения физики распространения звука в плотной среде. Но где здесь психология рыбы? Такой неестественный металлический ляск скорее напугает осторожного старого трофея, чем заставит его кормиться. Это просто неестественно. Но это провоцирует агрессию. Щука атакует не только от голода, но и чтобы защитить свою территорию от наглого раздражителя. Возможно, но я противопоставляю этому совершенно иной подход. Философию минимализма, тонкой настройки и абсолютного терпения рыболова, которая воплощена в советском атоме. Никаких сэндвичей, никаких соударений металла. Только выверенная десятилетиями геометрия и филигранная техника проводки. Понимаешь, главное правило при ловле на атом — это сверхмедленная проводка, буквально на грани срыва. Что ты имеешь в виду под срывом? Смотри, атом из-за своей тяжелой грушевидной формы очень капризен к скорости. Если ты начнешь крутить катушку чуть быстрее, блесна сорвется в штопор. Она начнет вращаться вокруг своей оси. А щука, как мы знаем, терпеть не может неестественное вращающееся колесо. Но если спиннингист проявляет выдержку, если он ведет приманку так медленно, как только возможно, на грани остановки ротора катушки, в этот момент атом совершает мучительные, размашистые, тяжелые боковые броски. Ты прямо чувствуешь, как вершинка удилища ритмично отстукивает эти колебания. Это предсмертная агония крупной раненой рыбы бьет прямо в центральную нервную систему щуки. То есть ты делаешь ставку на медленную провоцирующую игру? Да. Особенно осенью, в период предзимнего жора. Когда вода остывает, мы берем крупные приманки. Тот же 26-граммовый атом или 115-миллиметровый профессор номер 1 весом 27 грамм. Это же золотой стандарт для осенних озер. Это медленная, гипнотическая, переваливающаяся пульсация металла. Она выглядит естественно.
Она провоцирует инстинкт убийцы гораздо вернее, чем индустриальный шум твоего сэндвича. Хищнику не нужно защищать территорию, он просто видит легкую жирную добычу и забирает ее. Я принимаю твою позицию по поводу медленной проводки, но я не соглашусь с тем, что Cyclops — это исключительно про равномерный шум, лязг и скорость. Если мы говорим об индуцировании атаки, о толкой игре на инстинктах в конкретный момент времени, то именно французская геометрия открывает невероятные возможности для секретных анимаций. Cyclops гениально отзывается на твитчинг. Твитчинг, колеблющиеся блесны? Обычно так анимируют воблеры, разве нет? В том-то и секрет. Многие просто равномерно тянут железо. Но если ты делаешь короткие, не слишком резкие рывки кончиком спиннинга, S-образный профиль Cyclops совершает абсолютно хаотичные, непредсказуемые броски в стороны. Блесна рыскает. Это выглядит как настоящая паника жертвы, которая потеряла ориентацию. Но самое главное — это ступенчатая проводка или джиговая анимация в толще воды. Катушкой или удилищем. Обычно катушкой. Ты делаешь 3-4 быстрых оборота, а затем резко останавливаешься, выдерживаешь паузу в 1-2 секунды на натянутой леске. И вот здесь математическая геометрия Cyclops показывает свое истинное лицо. Блесна не падает камнем вниз, как кусок свинца. Она начинает планировать, рыбаки говорят, сыплется. Она уходит далеко в сторону от вертикальной оси падения, мелко дрожа своими гранями. Ты наверняка знаешь, что огромный процент, до 80% всех поклевок щуки на блесну происходит именно в эту секунду паузы. Тут не поспоришь. Падение приманки — это классический триггер для атаки. Угу. Да, в зимней подледной ловле, кстати, этот эффект планирования работает феноменально. Cyclops уходит далеко в сторону от лунки, собирая активную рыбу с огромной площади. Физика падения здесь 100% имитирует обессилевшую добычу. И именно математически выверенный центр тяжести и эти 10 граней делают процесс падения безукоризненно стабильным раз за разом. Ты всегда знаешь, как именно блесна поведет себя на паузе. Хорошо, я согласна с тем, что пауза — это святое. Но давай поговорим о самом валидольном моменте на рыбалке. Сместим фокус на ту секунду, ради которой многие вообще берут в руки спиннинг. Я говорю о поведении преследующей рыбы у самой лодки. О, эти выходы за приманкой. Да, это всегда адреналин. Именно. Как часто мы видим эту картину. Ты выматываешь приманку до лодки, остается метр, и вдруг из глубины за ней поднимается огромная метровая щука. Она идет след в след, она гипнотизирует блесну взглядом, но пасть закрыта, она сомневается. Твоя ступенчатая проводка или твитчинг здесь уже не помогут, у тебя просто закончилась дистанция лески, ты уперся в тюльпан удилища. И вот тут на помощь приходит биология, та самая эмпатия к поведению хищника. И секретная техника, которая пришла к нам из Северной Америки, от ловцов маскинонга. Техника называется фигура 8. Да-да, когда ты не вынимаешь приманку из воды у борта. Верно. Пульс зашкаливает, руки трясутся, у тебя остается полметра лески, и когда блесна подходит к лодке, ты не выдергиваешь ее. Ты опускаешь кончик спиннинга в воду и начинаешь плавно описывать удилищем траекторию цифры 8 прямо под поверхностью. И чтобы этот маневр сработал и не выглядел как нелепое дергание, приманка должна обладать способностью к очень естественному плавному скольжению по дуге. Тяжеловесная геометрия атома или широкие планирующие свойства профессор с его визуальной бусиной-мишенью просто идеально вписываются в эту подводную динамику. И что видит щука в этот момент? Но очень плавно меняет направление прямо перед ее носом. Это имитация последней отчаянной попытки улизнуть. И именно этот плавный, биологически достоверный разворот блесны заставляет щуку совершить решающий бросок. Она бьет на короткий, обдавая тебя фонтаном брызг. Никакая жесткая математическая рубка воды не даст такого естественного скольжения в ограниченном пространстве восьмерки. Cyclops слишком прямолинеен для этого. Это действительно захватывающий сценарий, и я понимаю, почему эти приманки так ценятся практиками. Подводя итог нашей сегодняшней дискуссии, я должен сказать, что мы детально исследовали два совершенно разных мира, два подхода к конструированию приманок. Моя позиция остается неизменной.
MEPS Cyclops — это совершенный инструмент для тех, кто делает ставку на физику, предсказуемость и активный поиск. Это выбор прагматиков. Его 10-гранный светоотражающий профиль, способность стабильно держать игру даже на сильном течении, огромная вариативность от легчайших версий в 3,5 грамма для весеннего мелководья до тяжелых 26-граммовых снарядов для осенних ям. Все это дает рыболову тотальный контроль. Инновационные подходы вроде метода сэндвича позволяют пробивать ветер и мутную воду. Для меня Cyclops — это абсолютный триумф инженерной мысли. А я, резюмируя свои аргументы, хочу сказать следующее. Титул приманки номер 1 по праву заслуживают Кусама профессор и старый добрый советский атом. Почему? Потому что они работают на более глубоком, тонком уровне. Они опираются на понимание биологии хищника. Использование визуальных триггеров, как бусина глаз у профессора. Гениальное решение для ловли в сплошной траве. И, конечно, это гипнотическая, широкая, мучительная амплитуда атома, которая выводила из себя щук еще во времена наших дедов. Эти приманки не просто создают шум или вибрацию в воде. Они разговаривают с инстинктами щуки на ее родном языке, заставляя атаковать самую осторожную рыбу. Но знаешь, при всем накале наших разногласий есть одна абсолютно фундаментальная вещь. Область, в которой мы с тобой сходимся на все 100%. Независимо от того, какую философию на воде ты исповедуешь, строгую гидродинамику или биологическую имитацию, выбор терминальной оснастки критически важен. Твоя связь с приманкой. О да, тут спорить бессмысленно. Без правильного поводка любая леска, будь то самый современный монофил или сверхпрочная плетенка, будет мгновенно, как бритвой, срезана щучьими зубами. Совершенно верно. Классические стальные или титановые поводки длиной от 20 до 30 сантиметров — это базовая 100% защита. Да, иногда они могут немного сковывать игру совсем легких блесен, но это плата за уверенность при вываживании. А если ты ловишь в кристальной чистой воде прозрачного озера на тот же профессор, и тебе нужна максимальная маскировка, чтобы не отпугнуть зоркую рыбу, то сталь можно заменить. Но тогда качественный жесткий флюорокарбон диаметром никак не меньше 0,6 мм абсолютно необходим. Все, что тоньше, это просто лотерея с зубами. Плюс фурнитура. Застежки, вертлюжки, они должны быть протестированы на разрыв. Они должны выдерживать колоссальные нагрузки при мощных рывках и свечках крупного хищника. Отличное уточнение. Как мы и обещали, сегодня мы не будем объявлять победителя в этом споре. Обе философии, и инженерия MEPS, и биологичность Кусама с атомом, имеют под собой мощнейшую базу и подтверждены миллионами трофеев по всему миру. Истинное мастерство спиннингиста заключается именно в понимании того, когда конкретный водоем, погода и настроение рыбы требуют жесткого акустического подхода, а когда деликатной биологической презентации. Абсолютно согласна. В нашем арсенале знаний скрыто еще множество нюансов, о которых мы сегодня даже не успели поговорить. От цветовых предпочтений рыбы до влияния ультрафиолетового свечения красок на глубине. Мы предлагаем вам, нашим слушателям, взять эти знания с собой на следующую рыбалку. Экспериментируйте, прислушивайтесь к воде и самостоятельно выбирайте тот подход, который принесет вам заветный трофей. Спасибо, что были с нами. До встречи на следующем обсуждении.